Друзья, приветствую! Вы не поверите, но сегодня я снова на тракторном заводе «Россельмаш». Почему так? Ведь я недавно здесь уже был, но тогда я был на открытии. И на открытии, знаете, мягко говоря, не до нас. Там были випы. А сейчас «Россельмаш» пригласил отдельно журналистов для того, чтобы уже нам лично подробно показать и рассказать, как и из чего делаются тракторы «Россельмаш». Вкратце расскажу описание технологии сборки. Шарнирно сочлененный трактор состоит из следующих основных узлов. То есть это передняя рама, задняя рама, это кабина, моторно-силовая установка, то есть которые собираются на разных участках и потом вместе соединяются на участке сочленения шасси главного конвейера. То есть сейчас мы прошли с вами вдоль ленты главного конвейера, да, а на обратном пути я покажу, где происходит сборка кабин и также передние и задние рамы. Слева от нас, здесь сверху хорошо видно, это участок приема сдачных испытаний, да. Когда машина сходит, она заходит в бокс, там проходит те испытания, которые необходимо выполнить при заведенном двигателе, и после этого она выходит в данные световые туннели, чтобы служба качества могла проверить максимально, осмотреть целостность лицевых поверхностей, наличие каких-то повреждений. То есть отсюда вот уже трактор выходит готовый на зону готовой продукции. Да? Справа от меня находится сборочный конвейер кабин. Он включает в себя 13 постов. 13 кабин вращается по образному конвейеру и, соответственно, собирается в соответствии с тактом выпуска данных машин. Ну, сейчас у нас, к примеру, мы выпускаем 8 машин за 8 часов, да, то, соответственно, у нас каждый час происходит движение конвейера как главного, так и конвейера кабин. То есть у нас один узел должен производиться в том же такте, что и работает главный конвейер. То есть у нас в сварочном цехе свариваются все передние рамы, они поступают на краску, возвращаются на сборку. Здесь, соответственно, происходит установка коробки передач, которую, как я говорил, мы получаем от нашей дочерней компании «Новая динамика», да, приходят мосты от ниже, да, и, соответственно, из двух, вот здесь передняя рама, ее хорошо видно, а задняя рама, она под нами собирается. Вот здесь мне просто плоховато видно, вот за и потом она идет вот на тот стенд сочленения. То есть две рамы, они являются шарнирно сочлененными, соединяются, ну, так скажем, блоком сочленения и с мощными пальцами, на которых они вращаются, да? И далее она выставляется уже данное шасси на конвейер. А сейчас, друзья, мы попали на участок, на котором я не был, когда был здесь на открытии этого тракторного завода. Но многие у меня спрашивали в ролике, в комментариях, мол, где делаются рамы, где делаются кабины. Так вот все они делаются тоже на этом же заводе. Это участок сварки, огромное производство, где из деталей свариваются рамы, свариваются кабины, другие узлы. Здесь же есть небольшой участок мехобработки, но основная мехобработка, конечно, происходит на основном заводе компании «Россельмаш», который, напомню, находится здесь совсем рядом.
Мы с вами находимся, можно сказать так, в заготовительном переделе. Здесь у нас три цеха. Это цех гибки, цех сварки, цех мехобработки. Да? Цех гибки у нас это вдоль окон находится 8 гибочных станков, на которых происходит выполнение, мы получаем плоский раскрой от нашей дочерней компании, как я говорил, компании Ростовский РПРЗ, ООО РПРЗ, Ростовский раскройный прессовый завод, и осуществляется гибка. Далее детали, они идут либо на стеллажи, либо дальше по технологии, они идут на сварочный передел. Да? Вот здесь вы видите, как осуществляется сварка передней рамы. Да? То есть она у нас, поток выстроен с той стороны, свариваются под узлы, лонжероны, и происходит уже на кантователе окончательная обварка и готовая продукция. Отсюда она уезжает на окраску. Соответственно, у нас тут происходит, крупные узлы, вам покажу, это передняя рама. Здесь происходит изготовление каркаса кабин. Давайте перейдем на эту сторону. Вот здесь у нас располагается участок мехобработки или цех мехобработки. Он у нас здесь достаточно небольшой, объясню почему. У нас стратегическая компетенция мехобработки в компании, она у нас заложена либо вот в компании ООО «Новая динамика», да, то есть это именно редукторный момент. И еще у нас есть дивизион мехобработки, да, то есть там изготавливается основная компетенция по мехобработке. Но здесь все равно созданы производственные мощности, потому что ряд сварных узлов, например, рамы, да, то есть и подрамники, в них требуется выполнить с высокой точностью отверстия, которые, например, сочленение трактора, да, и это можно выполнить только уже в сварном узле, чтобы не тратить деньги на логистику и не перевозить массивные детали на основную площадку. У нас здесь изготавливается радиаторный блок, топливные баки, гидробаки, все узлы навески, то есть все, вот из чего состоит трактор, делается здесь, да, то есть, кроме того, что является литьем, мосты или коробки. То есть, когда вот вы говорили, что мы делаем сами, практически все. То есть... Вот. Сделано в России. После сварки и мехобработки детали надо покрасить. Для этого здесь установлена вот такая красочная камера. Это высокотехнологичное окрасочное оборудование было приобретено с использованием займа, льготного займа Фонда развития промышленности. Кстати, а вы знали, что у трактора Россельмаш, что передние, что задние колеса, они не поворотные, а поворачивает он за счет сочленения рамы. Ну и давайте подытожим, друзья. Смотрите, каким образом, да, от начала до конца делает трактор Россельмаш. На завод сюда, на этот новый завод, приходят различные детали металлические, штампованные или литые, да? Они производятся на соседнем, но на основном производстве компании Россельмаш. Там есть огромное производство, которое занимает, там где установлены пресса, например, листогибка, листорезка, все это производится там. И вот оттуда приходят эти детали, заготовки. Они здесь, уже на этом заводе, на сварочном участке свариваются. После чего в некоторых случаях им необходима мехобработка. Здесь же установлены станки, которые обрабатывают детали, да, механическая обработка. После чего детали идут в окрасочную камеру. Тут нас немножко подвигают, трактор заезжает. Вот, идут в окрасочную камеру, там они окрашиваются и уже идут на различные участки сборки. Сборки рамы, участок сборки рам, участок сборки кабин. И после чего, когда они собраны, они уже идут на главный конвейер. На главном конвейере происходит уже женитьба, да, соединение рамы и кабины, установка двигателя.
И после чего трактора идут на этот участок на приемо-сдаточные испытания. И все, трактор готов. Ну и, кстати, друзья, совсем недавно мы с вами были на открытии нового завода, и тогда с конвейера сошел первый трактор. 2, 1, старт! А сейчас это уже 80-й